Друзья, всем привет! С вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. Сегодня будет необычный выпуск вне всяких форматов. Как многие уже могли заметить, мой канал далеко не только про деньги и бизнес. И мне безумно приятно читать комментарии, что мои видео помогают вам встать и начать что-то делать. Так вот, и мои мечты не ограничиваются только тем, чтобы научиться зарабатывать на том, что мне нравится делать. А чтобы узнать больше, смотрите этот выпуск до конца. В общем, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сегодня я не буду делать что-то из ничего или не буду заниматься своими серийными изделиями, а сегодня я займусь тем, что помогу другу реализовать его идею. Его вы уже знаете, те, кто смотрел первые выпуски, то видели его, это Саня. И сегодня с утра он мне написал, что хочет все-таки заняться тем, чтобы реализовать свою идею и завершить образ своей кухни очень интересной стильной полочкой. А я сегодня должен был снимать вообще ролик про светильник из фильма «Джентльмены». Он уже к этому моменту наверняка вышел, и вы можете его посмотреть по ссылочке здесь или здесь, и будет в описании, если еще не смотрели. В общем, я решил, что мои планы можно на сегодня изменить и помочь другу. В общем, сейчас собираемся, поедем затариваться и потом в мастерскую. Погнали! Здорово! Здорово! Скажи всем привет! Всем привет! Сейчас я возьму ключи от всего. Давай. Ну что, вещай, какой план? Кабан. План кабан? Кабан, да. Что это значит? Что за план кабан? План капкан знаю. Будем делать полку. Будем делать Скрытым полку. монтажом, да. Нихера себе. А ты уже придумал, как мы будем ее Да, делать? конечно. Я никогда не делал просто Я полки со тоже. скрытым монтажом. Так, блин, машина. Никого вроде. Так, что мы сейчас, в Леруашечку? Да. Воды. Либо в километр потом, если там не будет Ну, окей. необходимого нам материала. Погнали. Охранник еще не угоняет. Я. Давай слабо глянь. Не нравится все. Тебе не нравится живой край? Блин, я кайфую на самом деле. Толщина для полки, она маленькая слишком. Ну, я тебе про что и говорю, что полка по-любому где-то там под полтинник должна быть. Нет, под 40. Полтинник много, на столешнице 40. Так, а подсветку, этот блок питания здесь тоже? И блок питания тоже здесь. И саму ленту светодиодную? Да. Я тут, кстати, возвращал светильники, которые покупал для того, чтобы делать вот эти светильники из люминесцентных ламп. Блин, один не вернули, потому что не хватает, одного слова на этикетке. Порвалась этикетка, а нельзя, сдать, когда не полная информация на этикетке. А куда? А, мы в свет идем. Ну, давай, что ты здесь наметил? Надо сначала ленту найти, а потом с какой-то преобразователь нужен. Давай сразу консультанта позовем. Не надо. Ну, что значит не надо? Так будет явно быстрее. Его посчитаем. Так, там, смотри, там 12 вольт, а здесь 24 вольта. Ты какую систему будешь строить? 12 умноженное на 2 или просто 12? Надо блок посмотреть, какой есть. Мне нужен компактный блок. Давай консультанта позовем. Да не нужен, вот у тебя. Вот два блока. 2 метра 30 ватт. А, ну вот. Тогда можно взять на 36 ватт блок питания и все. Я читал, что с ними проблема. Так. Они перегорают. То есть надо Потому типа что с запасом? заявленные 36, а на самом Ну. деле в нем меньше. Ну 72 это слишком большой запас, мне А кажется. других вариантов нет. Ну, давай брать тогда 72. Все? Не нужно, нет, ну и все. Еще мне нужна кнопка. Кнопка. Ну, здесь я что-то не вижу пока кнопок. Не, где-то здесь она есть. А, это здесь? Да. ИК-выключатель. Где? Вот они всякие разные. Если мне ничего не получится, Ну, это как всегда. Эксперименты. сколько может перегореть всего? Все? Не знаю. Не все. Километр. А еще поесть надо. В смысле рано, блин? Ну, там опять свои круассаны собрался есть. Не, круассанов по пути не будет, но что-то надо поесть. Давай, отворяй ворота. Этот автомобиль гораздо удобнее, чем мой. Она черная. Крышка. Да, ну, Сань, нет, она не черная. Она черная. Она прозрачная. Она черная? Она прозрачная. Она черная. Давай вот поспорим. Она прозрачная, она еще под синей пленкой, а черная она кажется, потому что у тебя профиль черный. А если она черная, вернешь мне денег? Давай распечатаем ее с этого угла и Она посмотрим. черная, Дэн, да посмотри, она черная. Да я тебе... Вот с этой стороны, смотри, она черная. Это профиль.
Вот это вот кусок стоит. Это, не Это просто. заглушка. Ты смотри. Я тебе говорю, она... Давай, Смотри. на что спорим? На что спорим? Вот давай, на что спорим, что она прозрачная? Она черная. На что спорим? На что ты хочешь поспорить? Я Давай не поспорим. знаю, на обед. Давай на обед. Спорим. 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 Давай, Или на вскрываем. покупку. Я уже знаю, самое главное, чтобы этикетка целая осталась. Так, Ой, черная. да-да-да-да. Так, снимаем заглушечку. Пленочку. И она Видим, прозрачная. Она черная. Она не черная. Она черная. Она темная. Она черная. Она темная, Она Сань. черная. Да не черная она. Она черная. А, Так, что, в какой рестик едем? В какой рестик? Вон, KFC Что, у нас какой через KFC? дорогу. Не, ну На ладно, обед. хорошо, этот, One Food Factory. Ну, по-богатому. Да, я Все, я не угадал. Вот так вот моя самоуверенность меня подводит иногда. Денис башляет. Чек не нужен будет. Я только сейчас понял, как прикольно ехать и снимать, когда ты не за рулем. Потому что когда ты едешь, рулишь, контролируешь дорожную обстановку и при этом еще хочешь что-нибудь интересное снять, это прям, ну, не очень непростая задача. А сегодня просто кайф. У меня супер-мега профессиональный водитель Шумахер. «40 на 300 на 3 метра». Вот он. Ну, у тебя полка крутая, дорогая, соответственно, будет. Что поделаешь? Ты хочешь поровней край или наоборот поинтереснее? Один все равно надо будет пилить. Один-то понятно. И надо брать там, где меньше повреждено этим станком. А первый, посмотри, какой он сучковатый. Это первый? Да, это первый. Сучковатый и по цвету. Может, все-таки повыбираем? Давай доставим. Вон, давай сюда отставим. Почему ты откладываешь отсюда? Сань, Никак. нужно... смотри, да, она идет вот так вот. Да. Нам нужно с тобой отбить прямую линию. Да. Сначала мы отбиваем прямую Да. линию, потом мы отмеряемся от нее уже. Давай так, мы сейчас с тобой примерно пилим его по длине. Примерно. Ну, с запасом. Ну. Чтобы у нас можно было здесь отпилить, и чтобы у нас вынос там оставался. Чтобы когда мы начнем пилить ее вдоль, у нас там заход-выход мог быть каким угодно. А потом мы отбиваем прямую линию. Ну, просто, типа, по наименьшей, грубо говоря, отсюда там. Да, отбиваем прямую линию. Возможно, даже сразу отпиливаем. Ну, И давай уже, так, согласен. уже остальное дальше меряем. Ну, как бы у меня Ну, типа, такой чтобы план. еще раз потом пильнуть, если это надо. Потому А что- надо это не будет. Ну, я, кстати, на твоем ролике видел, ты что-то так выставил, пилишь, а оно такое Она же гуляет. Да, я потом прикрутил это USB прям саморезами, прям к верстаку. Было такое дело, да. Я сам, на самом деле, когда начал пилить, немного не ожидал такого развития событий, если честно. Все, закрепили надежно и начинаем пилить там. Так, что, я пилю, да? Ну да. Или ты косячишь? Нет, Я косячу? Да. Ну вот почему самое сложное всегда достается мне, а? Самая ответственная часть работы. Ну, твой инструмент, ты его знаешь. Я знаю, насколько криво он пилит. Я тебе сразу заявляю, будет Нет, здесь нужно ровно. Вот здесь да. Будет гарантированно криво. Видел, как у меня в ролике, который вчера вышел, я пилю, такой думаю, да. что не идет вообще, блин, понять не могу ничего. А у меня провод натянулся. А он тебе здесь сейчас будет коротким. Саня, есть проблемы. Что, выпуклая часть? Мы ушли за линию спила.
Друзья, поскольку я решил вам говорить все открыто как есть, и сейчас я хотел сказать мы, но на самом деле я чуть не допустил фатальную ошибку. А заключалась она в том, что с первой попытки хотелось пропилить сразу этот слэп на всю его толщину, на 40 мм. Но, как показала практика, лучше сделать это за несколько проходов. Поэтому спешить не стоит, и в прошлом или в позапрошлом ролике, я не знаю, когда вы это будете смотреть, я уже с этим сталкивался, и вот опять. Никогда такого не было, и вот опять. Нам надо сейчас с тобой посмотреть, где вывод провода, прикинуть, разметиться и вывод провода фрезеровать. 216. Так, она у нас вот так лежит. Отсюда 199. Меня тут за кадром Саня троллит, конечно, насчет прозрачности. Ну, ошибся, да, он совсем не прозрачный, конечно. Он черный, точнее, он прозрачный, но он черный. Короче, ну я уже накормил тебя обедом, так что все, вопрос-то закрыт получается. Это вечно, я приезжаю в мастерскую сделать какой-нибудь проект, думаю, ну все, за денек сегодня прям сделаю. Да даже с последним, который я столик делал. Такой думаю, ну сейчас по-быстренькому 2 дня как бы все, и на Авито размещу уже. Еще 2 дня и продастся. Ну в итоге 3 дня, как всегда, я его делал. Так что, да, полочку бы сегодня тоже закончить хотя бы. А сколько-то же родители давали? Поначалу давали каждый день деньги. Ну, на булочки там все купил. Естественно, не каждый день ты это тратил. Ты экономил бабки. Потом покупал какую-нибудь хуйню. Понятное дело. Потом, чтобы мы с братом научились вообще понимать ценность деньгам, уметь ими распоряжаться, нам давали раз в неделю. Потом нам давали раз в месяц. И не ебет. Ты можешь хоть, пожалуйста, хочешь, хоть сегодня все потратить. Но если у тебя там завтра, послезавтра или под конец месяца, условно, через 30 дней не будет денег, иди. Я считаю, что это правильно. Ну, в принципе, наверное, да. Ну, главное, чтобы сначала... Хотя, что объяснять? В принципе, так понятно говорят. Вот тебе деньги на месяц. И все как бы. Но, блин, мне кажется, ребенку удержаться очень сложно от того, чтобы... Не, ну это было постепенно. Понятно, что это было там не в первом классе. Это было, ну, постепенно. Сработало? Ну да. Я научился копить бабки. Экономить бабки. Ну, хотя, наверное, копить. Ты такой экономист, что понятное дело, да. Просто идеально! Идеально! Саня, никто лучше не сделает знаю, это. Я смотрю, понимаю, что криво и ебануться. Так, не верьте ему, все просто. Давайте я вам сейчас лучше покажу. Что тут голословно заявлять? Смотрите, просто все изумительно. Так что он норовит вас обмануть. Низко косипор. Сам ты косипор. Все идеально. Идеально, что криво. Так, здесь ручной труд, понимаешь? Это как в роллинге про лесенку Ваби-Саби. Изъяны – это неотъемлемая часть изделия, изготовленного вручную. Ничего ты не понимаешь, блин, в колбасных обрезках, Саня. Ёлки-палки. В колбасных обрезках и сосисочных я Да, кстати. более... Тут да, я что-то промахнулся с этим. В этом-то ты разбираешься прям знатно. Я даже ролик на ютубе смотрел, какие сосиски стоят есть, а какие нет. А про мазик ты не смотрел такой ролик? Про мазик нет. Так, можно чуть-чуть поменьше сделать, мы его, наверное, в распорик даже поставим. Чтобы он у нас так горбиком, да, стоял? Так у нас же на саморезах будет все четко. Ты же сказал, саморезы не катят. Так, меня тут опять пытаются обвинить в косяках. Давайте я вам покажу, насколько я все четенько подогнал. Вы посмотрите. Так, а ты вот так ракурс-то просто поменяй немножко. И что, и все то же самое. Посмотри, четенько. Я могу даже вот прям приблизить. Миллиметр в миллиметр все подогнал. Просто не докопаться. Вот не докопаться. Вам показываю просто с максимально близкого расстояния. Все изумительно. А вот этот человек смеет меня еще обвинять в том, что я не стараюсь. Нет, не стараешься. Не для себя, потому что. Да я для себя так не делаю, блин. Как для тебя. Так, интегрировали, едем дальше. Сейчас необходимо решить следующую задачу, а именно необходимо спрятать в полку, где
В полку необходимо спрятать вот этот вот блок питания для этой светодиодной ленты. Для этого мы разметили место его установки. И сейчас также фрезером будем здесь делать выборку. Ну-ка, скажи это на камеру, пожалуйста. Менсолодержатель. А что мы с ними будем делать? Интегрировать. А вы знаете такое слово менсолодержатель? Честно, для меня сегодня это было открытием. Хотя я от него уже это слышал несколько раз слово, но вот запомнил я его только сегодня. Менсолодержатель. Оказывается, это скрытый крепеж для полки. Я не знал. Можно сказать, смертельный номер. Буду делать все прям вот так вот, без всяких упоров. Готово. Принимай работу. Фенчиком. Ох, похвала из твоих уст, Саня. Это что-то вообще неслыханное. Это да. Ну и все, и как-то теперь Ну, надо всё это готово. дело сверлить. Какие сложности-то? Вот есть такое длинное сверло. То есть вот эта кнопка, она максимально должна вставать вот сюда. Вот максимально, вот так. А что ты в капюшоне? Холодно. В смысле здесь 20 градусов плюс? История с тем, чтобы что-то не покупать, а сделать своими руками максимально, у меня началась уже давно. Я как-то делал светильники из ветки черемухи и ветки яблони, по-моему, и мне необходимо было длинное сверло. Я его сделал из кусочка арматуры и обычного сверла. Фоточки светильников куда-нибудь сюда вставлю, посмотрите. В общем, у меня это давно уже началось. И чё, ну все, вот, примерно оп, и все, погнали вниз. Да. Вот она, надёга. Все очень быстро закончилось, к сожалению. Вот столько лет оно прожило. И тут надо было. Что ты хочешь сделать? Рядом, но не. Ну, мы но там, не рядом. если... Там Рядом. миллиметры какие-то. Пробить Ну, как нечем. там? Миллиметров. Так только если этим и пробить. Ну и молотком туда стучать. Может, пробьется. Если он там... Блин, ну это совсем уже, Сань, как бы Чё? какое-то мародерство, мне кажется. Ну, только давай сейчас. Аккуратненько. У меня другая идея была попробовать заточить. Давай, я смотрю, аккуратненько бей. Не тут. Тебе тут бить? Давай, тебе тут бью. Знаешь, в чем тебе? Как вытаскивать? Как вытаскивать? Забить-то я забил. А как... Или потом будем думать, как вытаскивать. Смотри, она вышла четко, блин. Ну, теперь вопрос в Сверлю я четко. выемке. Он сам только что это сказал. Вопрос теперь, да, в том, как это... Вот это сейчас вместе с доской. Вот, кстати, да, я вместе с верстаком поднимаю. Так. Да, как гвоздодером. Ну да. Ну, помогать только если прям... Во. Вообще. Молоток незаменимый инструмент. Я света там не вижу. Че, нет света в конце тоннеля? Нету. Давай телефоном посветим. Да ну блин, прошло же. Ну, Прошло. Вижу. Ну Я все. не понимаю, какие У нас проводки- получилось! какие проводки мы туда будем запихивать, тайники. Короче, давай решать проблемы по мере их Так, поступления. что да? еще нам надо? А что у нас дальше по плану? А все? Собирать надо. А что, чё? типа в идеал не будем вышлифовывать? А зачем ее в идеал-то вышлифовывать? Ну, я люблю, когда все в идеал. Нет, так она же сама по себе отшлифованная. Чё Она это, строганная, она не шлифованная. Вот в этом большая разница. Я на DIY канале в ролике, или на этом канале в ролике, я не помню, я говорил, что поверхность строганная не равно шлифованная. Для того, чтобы положить финишное покрытие, чтобы масло лучше впиталось в дерево, поверхность лучше зашлифовать. Нет. Блин, я вот смотрю статистику, и в прошлый раз, когда я смотрел статистику, когда я снимал предыдущий ролик, она меня радовала по количеству просмотров, а сегодня она меня почему-то не радует. Вчера вышел новый ролик, и почему-то его смотрят не так активно, как предыдущий. Напишите мне, может быть, в комментариях, что вас цепляет, когда вы видите обложку или заголовок, потому что, ну, мне хочется это понимать, конечно. Ну что, мы с задачей справились? Ну, с задачей, которую мы последнюю себе только что ставили.
У нас еще остается этап шлифовки. Самый приятный, один из самых приятных при работе с деревом. А что еще, электрику ты будешь дома делать, да, сам? Да? Справишься? Нет, тебя позову на помощь. Блин, а мне некогда, у меня съемки. Как я без фри-артиста? У меня съемки. Я вот не знаю, когда. Я тебе сегодня день выкроил, а как еще не знаю. Так оно, оказывается. Вообще у нас был план сегодня еще позаниматься мастерской, но даже в процессе, когда мы только встретились и поехали в магазин, уже стало понятно, что дай бог мы что-то одно сегодня успеем сделать. И у нас получается прикольная полка. Так что, я думаю, итоговый результат, ну, явно не сегодня будет, а итоговый результат я попрошу Саню, он заснимет, когда ее установит, а может быть даже процесс установки заснимет. И вы увидите, какая у нас получилась красота и какая у Сани красивая квартира. Он на самом деле красавчик, он вжал себе в квартире, сделал ремонт, сам придумал, сам сделал. И у него очень уютная квартира. Правда, немного, как это, мы прикалываемся? Бабская. Что значит бабская, Саня? Ну что за выражение, а? Ну, потому что она такая девчачья получилась. Во, девчачья, вот это лучше. Все, он исправляется потихоньку под моим влиянием. За каких-то 40 минут смотрите, какой объем работ мы проделали. Край стал таким, а был вот таким. Короче, мы движемся ударными темпами. Мы сейчас шлифуем эту полку и задались тут вопросом, а за сколько такую полку сделал бы профессионал? Ну, мы все-таки не профессионалы, у нас есть какие-то навыки, но мы далеко не профессионалы. И вопрос, как бы, вот вы удивляетесь, когда вам за какой-то ручной труд выставляют, на ваш взгляд, какой-то оверпрайс. Вот смотрите, мы эту полку делаем уже реально, наверное, около 8 часов. И это еще далеко не финальное изделие. Хорошо, там, допустим, специалисту на это потребовалось бы меньше времени. Но мы делаем полку из сосны, а если делать ее из дуба, там на обработку будет уходить гораздо больше времени, потому что дуб обрабатывается намного тяжелее. Короче, мы теряемся в догадках, вот сколько бы за такую полку вообще попросили, если сделать ее на заказ. Потому что себестоимость на данный момент сколько получается? 4 500, где-то 6 500? Да. Ну, где-то 6 500-7 тысяч рублей. Это без учета каких-то мелких расходников, типа шкурки и всего такого. Короче, ручной труд стоит денег. Продолжаем? Да. А может, среди моих зрителей есть кто-нибудь, кто занимается деревообработкой и способен просветить нас вообще в этом вопросе? Как рассчитывается подобная стоимость подобных работ? Потому что мы так и не пришли к единому мнению. Но единственное, что Саня сказал, что это должно стоить овер дофига, если это заказывать, чтобы сделали на заказ. Если это заказывать, чтобы сделали на заказ. Круто я загнул? Ну, короче, в любом случае, это как ни крути, там плюс-минус день работы. В общем, для нас загадка. Если у вас есть какие-то версии своей мысли, или вы с этим как-то связаны, пишите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно. Блин, мы вставили профиль, и смотрите, как все вообще просто идеально получилось. Просто все четенько. Прям здесь подрезик. Четче некуда, по-моему. И черный профиль. Здесь тоже все просто изумительно. Короче, покроется маслом таким прозрачным, чуть-чуть с легким налетом белесости. Я думаю, это будет такой топчик. А край, живой край, смотрите, какой он бомбический вообще. По-моему, ты меня сегодня должен был кормить обедом, а не я тебя. Не знаю. Ничего не знаю. Стенку кто первый собирал? Панели кто собирал? Что тут еще? Да как кто тебя кормил? Стеллажи кто собирал? Все эти разы. Так, что еще? Да, в принципе, дофига. А и все. В этом доме ты мне реально помогал только вот этот декор сделать. Что-то было. А, террасы мы делали. Террасу мы еще делали. Да. Да еще что мы Да, только не все, делали. все. Ну что, она Есть вообще проблемки у никак нас. Не светит? Не работает выключатель. Точнее, работает, чтобы выключить, надо стоять и держать. А так все хорошо. Оп, что ты сделал? Ага.
Да все офигеть. Да нет света. Да нормально есть свет. Да нет света. Есть свет или нет света? Что скажете? Мне кажется, есть свет. Ну купишь прозрачную себе эту. Я здесь ни при чем. Ты сам выбрал черный профиль. Ну нефиг на меня тут. Вот говорю ему, хватит материться, а он все ни в какую вообще, все продолжает. Ключ взял, да. Дверь не открыл, да, открыл. Это, кстати, не конденсат, а дождь идет. Че? Это не конденсат, а дождь. Короче, у нас не все пошло по плану. Кнопку Саня купил не ту, и поэтому свет работает, когда, получается, препятствия нет. Когда препятствия есть, свет не работает. В общем, она хорошо подходит для того, чтобы ее устанавливать в шкаф. А у него задача не в шкаф устанавливать, поэтому мы, к сожалению, не закончили. Но основную работу мы сделали, и нам остается, не нам, ему остается полку только поставить и купить выключатель. И все. Вау. Вообще просто охрененно. Просто на изи залетела сюда. Кайф. 216 сантиметров. 216 сантиметров в ларгус по диагонали можно запихать. Если кому-то эта информация вообще интересна. Так, а кто будет убирать вот это все теперь? Ну, это уж все не мое. А, вот так. Вот так всегда. Помогай друзьям после этого. Ну а что, мы на сегодня все. Время у нас, как всегда. Из мастерской раньше уехать, это, по-моему, что-то нереальное. В общем, мы погнали домой. А сейчас предлагаю немного отвлечься. И если вы досмотрели до этого момента, то вам, значит, действительно интересно. И я могу поделиться с вами одной своей идеей. А для этого давайте перенесемся немного для вас в будущее, а для меня в настоящее. Да, мы сейчас отберем, а потом в размер уже нарежем. Так, осторожно. Кстати, на самом деле, мы, наверное, зря там вообще вот то все ковыряли. Мне кажется, вот это эти будет... вообще идеальные. Я сейчас как раз в процессе разработки 2 новых изделий. Что делаете? Будет столик, такой небольшой легкий рабочий столик, и такая небольшая этажерка с 2 полками. Ее можно будет использовать как тумбу под ТВ, либо просто как полочку для книг. Вот я делаю конструкцию, то что мебель серийную, она легкосборная, то есть она собирается без использования какого-либо инструмента. Такие специальные фиксаторы. Очень Деревянные. аккуратненько все. Спасибо. Всегда прикольно, когда в кадре присутствую не только я, а еще другие люди. Да, конечно. Побольше перепад, он даже, я вот к этому изначально и говорил, что перепад Ну 10 да, сантиметров маловат, как бы, а вот так, мне кажется, будет даже 15 сантиметров самое оно. Или, может быть, мы заменим вот эту на нее, а нам просто, смотрите, кстати, да, как вариант. более интересно. Это сколько, 30 было? Да, это 30, а мы сейчас прям по ней и... Вы мне потом скиньте, пожалуйста, фото. Да, хорошо. Ну, не обещаю, что в ближайшие дни я это сделаю, но на выходных я хочу этим уже заняться дома. Все, это супер. Ой, у меня муж такой обожает. Я ему подскажу. У вас будет еще плюс 2 подписчика. Супер. Спасибо. Спасибо вам, что вы приехали забрать и не дали пропасть этому добру. Ой, конечно. Я только... Блин, вот правда, очень жаль, что мы раньше не познакомились. Ну что поделаешь? Ну, Всему свое время. да, это так. Посмотрите. Красавец такой, а? Красавец. Привет. Как дела? Как дела? Мне кажется, я сделал еще одно доброе дело. Я прям вообще безумно рад тому, что удалось пристроить часть деревяшек, часть заготовок, которые у меня хранились. В общем, супер. И девушка такая приятная, позитивная. Это прям классно. Немного предыстории. Чуть больше недели назад я разгребал завалы своих заготовок у Андрея на чердаке и принес оттуда огромное количество веток, заготовленных еще очень давно. Я не очень хотел эти ветки отправлять на дрова, и поэтому я решил на Авито разместить объявление, в котором бесплатно отдаю ветки для того, чтобы люди могли своими руками что-то из них сделать. И сегодня на Авито мне написала девушка,
Она прислала мне фотографии идей, которые хочет реализовать, и мне эта идея безумно очень понравилась. Я в любом случае, конечно, поделился бы с ней ветками, независимо от этого, но идея мега классная. Девушка очень приятная, она приехала и забрала часть веток, я помог ей их напилить, как вы уже видели. Так вот, к чему это я еще веду? Поскольку это такой немного неформатный выпуск, в нем я решил у вас задать вам один вопрос. Я давно в своей голове вынашиваю идею такого формата, в котором я буду реализовывать не просто свои идеи, а формата, в котором я буду помогать вам реализовывать ваши идеи. Я пока не до конца понимаю, как это все можно сделать, но тем не менее идея такая у меня давно уже в голове сидит. Скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, был бы вам интересен такой формат выпусков, потому что мне кажется, это может получиться круто. У всех разные идеи, у всех свои какие-то представления, у всех фантазия работает абсолютно по-разному. И мне было бы очень интересно поучаствовать в реализации ваших идей. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, интересен ли вам будет такой формат. Прошла неделя, и у нас наконец-таки добрались руки для того, чтобы закончить реализацию Саниной идеи. Вот она, наша красавица. Так, у нас сейчас стоит задача. Нужно правильно разметиться и правильно засверлиться. Шанс только один. Саня, ты в курсе, что у нас нет права на ошибку? Будет 5,2 тогда. То есть 5,1 и будет 5,2. Ну, потому что надо, чтобы здесь был зазор, иначе я здесь перецарапаю все. Благо размечаться буду не я, и претензий ко мне не будет. Будут. Будут? За что? С чего бы это? Давай, сейчас ты без меня точно не справишься. Отлично, спасибо большое, да, всего доброго. Саня, бросай работу, еда приехала. Не. Я уже хочу скорее повесить полку. Мне уже не терпится увидеть готовый результат. А ты там, блин, с этими проводами. Так, давай я сделаю вид, что я полезен, что я участвую в процессе. Так, дай сначала покручу. Ты зачистил? Да. Ничего не работает. Охренеть. Да. О! Значит, она не пробивает. Все. Не пробивает. Но мы близки к финалу. Так, что ты говорил, что будет темно? Ну-ка. Мне не нравится. В смысле тебе не нравится? Вы только Блин! Он говорит, ему не нравится. Все зашибись. Просто офигенчик. Может, заработает? Может, не заработает. У нас еда приехала, блин, а мы все еще полку вешаем. Ну сколько можно вообще, а? Давай есть. Ешь. Ну, И чё? ну плохо. Плохо. Видимо, там не совсем на месте она. Какой дубль 3? Хер его пойми. Какой-то дубль, короче. Ну. Yes! Yes! Это просто Провис, топ. конечно. Провис, да, провис. Я отговорил Саню, короче, клеить, сказал, что саморезиков будет достаточно. И вот такой вот у нас появился косячокс. Так, можно чуть-чуть поменьше сделать, мы его, наверное, в распорик даже поставим. Чтобы он у нас так горником, да, стоял? прям- У нас же саморезов будет. Но все поправимо. Ну, да нет, ну приклеим, и все
Все будет хорошо. Наверное. Возможно, когда-нибудь. Что, он тебя не хочет реагировать? Не, все, мы подружились вроде как. Кайф. Просто кайф. Ты доволен? Нет. Почему? Провис. Ну, провис приклеится. Блин, я на самом Ну, деле... ты неделю как бы жил, когда у тебя полка лежала на полу. Ну что тут такое пару дней осталось, а? Знаешь, что мне еще не нравится? Ну. То, что я ленту эту вижу. Я знаю, что надо поставить. Ты ж ничего себе! Вот это да! Ты сейчас что, хочешь нам романтик устроить, что ли? Нет. Слушай, ну свеча, конечно, бомбическая. Место же я там. Не знаю. Что скажете, место есть здесь? Так, вот так. Так, блин, я не понял, мы есть будем или полку украшать сейчас? Да я понял, что да, теперь не дождешься еды. Да? Да. Вечером. Так, я сейчас буду вообще-то его использовать. Не, он здесь не в тему. Дай-ка, все, пора отключаться, короче. Всем пока. Блин, так не получилось. Он слишком прозрачный. Да? Вообще огонь. Вообще топ. Вот теперь картина вырисовывается. Есть уже, все. Сил нету, хочу есть. Вот такой необычный получился ролик. Спасибо вам огромное, что оставляете комментарии. На некоторые из них я подробно отвечу в следующем выпуске. И пишите, что вы думаете по поводу моей идеи нового формата. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч. А я пошел дальше двигаться к своей мечте.